Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Вегетососудистая дистония. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Симптомы и лечение у женщин народными средствами, упражнениями. ВСД многие врачи не считают самостоятельным заболеванием. Это хроническое нарушение взаимосвязи центральной нервной системы с вегетативной. Патология имеет множество симптомов. Чаще всего проявляется у представительниц женского пола. Данная статья подробно расскажет о симптомах и лечении вегетососудистой дистонии у женщин. Почему у женщин возникает вегетососудистая дистония? Медицинская статистика утверждает, что чаще всего вегетососудистой дистонии подвержены женщины. В половине случаев патология проявляется в детстве. Но бывают случаи, когда заболевание диагностируется во взрослом возрасте на фоне психосоциальных факторов, проблем со здоровьем. Обычно ВСД у женщин возникает по следующим причинам. Отягощенная наследственность, поскольку генетически ВСД передается исключительно по женской линии. В данную категорию входит заболевания, протекающие во время беременности, в родовом периоде, а также инфекции, которые перенес плод внутриутробно. Сердечная сосудистая дисфункция. Данная патология является толчком к образованию ВСД. Митохондриальная патология, которая передается генетически исключительно по женской линии. Данные заболевания характеризуют недостаток питательных веществ в тканях, органах. Гормональные изменения, происходящие у женщин в период подросткового развития, беременности, климакса. Индивидуальность организма. К данному пункту относятся стрессоустойчивость, чрезмерная эмоциональность, неустойчивость психики, повышенная тревожность, регулярное перенапряжение. Гиподинамия, которая является фактором, влияющим на развитие ВСД. Пониженная двигательная активность снижает иммунную систему, делает женщину более подверженной к воздействию различных инфекций. Инфекционные заболевания, которые ухудшают состояние вегетативной нервной системы. Остеохондроз, защемляющий нервное окончание. В результате возникают невропатические симптомы. Наличие травм, повреждающих нервное окончание. Стрессы, которые являются распространенной причиной ВСД. Аллергии. Наличие вредных привычек. Перемена климата. К тому же замечено, что у людей, проживающих в крупных мегаполисах, чаще встречается вегетососудистая дистония, что связано с неблагоприятными психосоциальными природными условиями. Признаки и симптомы заболевания. Вегетативная нервная система отвечает за функционирование всего организма, обеспечивает его приспособленность к внешней среде. Она нормализует артериальное давление, температуру тела, мышечный тонус, сердечные ритмы. К симптомам ВСД относятся следующие состояния: паническая атака, головная боль, снижение либидо, бессонница, головокружение, нарушенное потоотделение, ощущение приливов, повышение-понижение температуры тела, нестабильное артериальное давление, учащенное сердцебиение, боль в грудине, недостаток воздуха, одышка, поносы, нарушенное мочеиспускание. Возможно смешивание симптоматики ВСД разных видов. Классификация типов патологии. Вегетососудистая дистония имеет следующие виды. Гипертоническая, сопровождающаяся усиленной пульсацией сосудов головного мозга. Людям, страдающим данным видом, свойственны запоры, расширенные зрачки, тахикардия, повышенное артериальное давление, спазмы кожного покрова. Гипотоническая является противоположностью гипертонического вида. Возникает на фоне высокой активности вегетативной нервной системы, отвечающей за функционирование органов пищеварения, сердечно-сосудистой, мочеполовой системы. У больного отмечаются поносы, пониженное артериальное давление, покраснение кожного покрова. Смешанная, которой характерно чередование симптоматики предыдущих видов вегетососудистой дистонии. Кардинальная
Данный вид характеризуется только сердечной симптоматикой. Пубертатная. Этот вид проявляется у подростков, возникает на фоне гормональных изменений, психологической нестабильности. Дети в основном страдают от повышенной раздражительности, чрезмерной потливости, учащенного сердцебиения, резких перепадов настроения, повышенного страха за жизнь и здоровье, беспричинной паники. Цефалогическая. Данный ВСД характерно поражение мозговых сосудов. В результате женщина страдает от частых пульсирующих головных болей слабого и сильного проявления. Нередко возникает головокружение, сочетающееся с тошнотой и рвотой. Ваготоническая. Возникающая на фоне патологии головного мозга. Основная симптоматика касается органов дыхания, пищеварения, проявляется тошнотой, потерей аппетита, усиленным слюноотделением, метеоризмом, нарушением сна, ожирением, отеками, снижением работоспособности. ВСД имеет разноплановую симптоматику. Непростая задача врача заключается в том, чтобы найти причину, которая вызвала данный дисбаланс. На заметку. Нередко ВСД диагностируется в том случае, если врач не может точно определиться с принадлежностью симптоматики к конкретному заболеванию. Опасность и проявления при беременности. Опасно проявление ВСД во время беременности. При гипотоническом виде женщина быстро теряет вес, плод страдает от гипоксии. В результате возникает вероятность рождения ребенка с малым весом, слабым иммунитетом. Наиболее опасно заболевание на начальном сроке. Гипертоническое ВСД протекает с повышенным давлением, поздним токсикозом, отеками, головными болями, паническими атаками. Данное заболевание может вызвать маточное кровотечение, отслойку плаценты, повышенный тонус матки, вероятность выкидыша, преждевременных родов. Наибольшую опасность для будущего малыша влечет смешанное ВСД. Чтобы избежать ее негативного воздействия, женщине необходимо регулярное обследование у врача и своевременное лечение. Народные средства при вегетососудистой дистонии. В комплексе к препаратам традиционной медицины при ВСД используют народные методы. Обычно это траволечение. При вегетососудистой дистонии назначают отвары, настои из следующих лекарственных растений: корня пиона, мелиссы, чабреца, пустырника, женьшеня, боярышника. Важно! Лечение народными средствами необходимо согласовать с врачом. Многие травы дают мощный успокаивающий эффект, что будет небезопасно при гипотонии. Растения нередко вызывают аллергию. Для нормализации давления рекомендуется крапива. Избавиться от головной боли поможет клюква, калина. Будет полезен зеленый чай с медом для иммунитета, молодой картофель со шкуркой для укрепления сердечных мышц. Специализированный комплекс упражнений. Бороться с ВСД можно при помощи специализированного комплекса упражнений, составленного грамотным специалистом. Для больных данным заболеванием нет единого комплекса, помогающего в борьбе с разными видами дистонии. Тем не менее, имеются общие советы, которые помогут людям, страдающим данной патологией. Занятия начинаются с разминки. Далее происходит постепенное увеличение нагрузки, заканчиваются растяжкой. Не следует делать акцент на одном виде спорта. Необходимо сочетание разных занятий. Нельзя переутомляться, необходимо слушать свой организм. Лучше некоторые виды занятий проводить на свежем воздухе. Для повышения настроения можно воспользоваться плеером с любимой музыкой. Запрещаются профессиональные, соревновательные занятия. К сведению, за разработкой комплекса упражнений можно обратиться в кабинет ЛФК, где также научат их правильно выполнять. Для достижения необходимого результата врачи рекомендуют сочетание следующих видов нагрузки: бассейн, разгружающий суставы, расслабляющий и тонизирующий одновременно. Ходьба укрепляет мышцы и опорно-двигательный аппарат. Аэробика дает положительный заряд энергии. Велосипед улучшает кровообращение, настроение. Контрастный душ позволяет улучшить тонус сосудов, укрепляет иммунитет. Людям, страдающим от ВСД, не показаны силовые виды спорта. Диета и образ жизни при вегетососудистой дистонии.
При ВСД для облегчения состояния показана диета, которая назначается исходя из индивидуальных особенностей организма больного. При помощи правильного питания регулируется артериальное давление, улучшается работа внутренних органов, устраняются расстройства пищеварения, лучше выделяется моча. Также правильное питание укрепляет иммунитет, контролирует функционирование сосудов сердца. Важно! Справиться с приступом панической атаки можно при помощи воды с растворенным в ней сахаром. При ВСД гипотонического типа улучшит состояние кофе, крепкий чай, молочная продукция. Для гипертоников будут полезны бобовые, крупы, кисломолочные продукты, зелень. Важно ограничение чая, кофе, соленого. Для улучшения работы сердца показано большое употребление бананов, орехов, изюма, меда. При нарушенном пищеварении необходим отказ от соленых, острых, жирных, жареных блюд. Особое значение при ВСД имеет ведение здорового образа жизни, регулярный режим дня, своевременный сон, активность. Необходимо отказаться от вредных привычек. Употребление алкогольных напитков важно свести к минимуму. Ежедневные прогулки, массаж, контрастный душ, посильная физическая нагрузка позволяют улучшить состояние больного. Какая существует профилактика? Профилактические меры помогут минимизировать частоту проявлений признаков ВСД, нормализовать состояние нервной системы, устранить мнительность. Профилактика данной патологии включает в себя полный отказ от курения, алкоголя, правильное питание, посильную физическую нагрузку, активный образ жизни, овладение методикой расслабления, массаж, контрастный душ, использование народных и традиционных методов лечения. При диагностированной ВСД необходим регулярный осмотр врачом, соблюдение всех его рекомендаций. ВСД – комплекс симптомов, которые существенно ухудшают состояние человека. При грамотном врачебном контроле и ведении правильного образа жизни можно облегчить самочувствие и свести к минимуму проявление симптоматики. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.